Всем огромнейший привет, с вами Екатерина и Обустроено. И сегодня мы с вами будем делать лилию из изолона. Кто с нами впервые, обязательно подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к группе ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь в Инстаграме, ссылочки все будут в описании. Ну а мы с вами приступаем к лилии. Лилия у нас будет из изолона 2 миллиметрового, это изолон ППЭ, который мы используем для наших ростовых цветов. Нам потребуется 2 шаблона, у лилии 6 лепестков, 2 потолще и 2 таких вот тоненьких, худеньких. Шаблоны опять-таки будут загружены в группу ВКонтакте. Обводим на изолоне с помощью зубочистки или вот такой шпажки, кому чем удобно, 3 больших лепестка и 3 маленьких. И вырезаем. Режем аккуратно, так, чтобы на изолоне не оставалось зазубринок. А для того, чтобы зазубринок не оставалось, не вытаскивайте ножницы из материала полностью. То есть двигайтесь плавно. Теперь беремся за тонировку. Тонировать наши лепестки, а если точно сказать, то мы их будем практически перекрашивать, мы будем с помощью спиртовых колеров. Наш эксперимент по покраске можно посмотреть в видео, я ссылочку оставлю и в описании, и сверху в правом верхнем углу, и еще оставлю, наверное, в конечной заставке. Обязательно посмотрите, что и чем тонируется. Нам потребуется 3 безворсовых салфетки. Что это за салфетки? Можно взять просто обычные влажные и высушить их. Вот и получается вам безворсовые салфетки. И зеленый маркер, салатовый, яркий. Можно маркер заменить таким же колером. Так, поехали. И толстенький, и тоненький лепесточек будут у нас иметь одинаковый цвет. Берем желтый или оранжевый колер. Смотрите, подбор цветов зависит от того, какую вы лилию вообще собираетесь делать. Наносим на серединку. Может, она у вас и вовсе синий будет. Берем салфетку. И начинаем втирать пигмент до тех пор, пока он не перестанет оставлять разводы. Желательно, конечно, бы надеть перчатки, но мы страха не знаем, нам цветные пальцы, к цветным пальцам не привыкать. Так, желтым цветом разобрались. Берем теперь маркер салатовый и тонируем в нижней части. Берем еще одну салфеточку и точно так же растираем. Если у вас стол не рабочий, пощадите его, застелите чем-то обязательно. Вот что у нас уже получается. И теперь красный. Красный я буду наносить по краю. Тоненькая кисточка, потому что пигменты, ну скажем так, красно-яркие. Есть еще одна особенность у этих колеров. При нагреве они будут менять цвет, поэтому прежде чем использовать какой-то цвет, обязательно его не только нанесите на изолон, но еще и прогрейте феном, чтобы убедиться, что конечный результат будет именно тем, что вы ожидаете. И растираем. Так, вот что у нас получилось. Теперь берем строительный фен и прогреваем наш лепесток, не придавая ему форму. Нам просто нужно его прогреть. Держите его, чтобы он у вас не скрутился. Все, теперь наша тонировка уже никуда не денется. Следующее, вот это я то, что вам говорила. Обязательно застилайте стол. Обратную сторону можно тонировать так же, как и лицевую, а можно в один какой-то цвет. Ну, например, красный, если вас это устроит. Опять-таки, все зависит от вида лилии. Пока пигмент не высох, слишком не шлепайте пальцами по покрашенной поверхности, иначе рискуете получить пятнистую лилию. Ну, может, конечно, такой вид тоже существует. И феном ее. Так же, как и на 2 миллиметровом фоамиране, очень важно прокрасить вот эти вот боковинки, потому что 2 миллиметра очень сильно будет видно, если они останутся белыми.
аккуратно, с руками, с лепестком, со столом. Это я уже привыкла как рюшек красить. И растираем. И просушиваем феном. И теперь придаем форму лепестку. Теперь займемся тычинками и пестиком. Итак, берем толстенькую проволочку. Вот в таком моточке я себе купила. И купила я его в строительном магазине. Это не флористическая проволока, достаточно жесткая. И ее очень классно использовать для стебельков вот таких небольших цветов, которые диаметром до 25 сантиметров. Особенно если ее сложить вот так вдвое. Здесь длина где-то, наверное, сантиметров 40. То есть я отрезала 80, свернула пополам и получила 40. На этом же стебельке у нас будет в верхней части пестик, тычинки. Тычинки я заготовила такие же, как и для лилии из фоамирана. Как их сделать, можно посмотреть видео, где мы делаем лилию из фоамирана. Они точно так же обмакивались у меня в кофе. И вот такие замечательные лилии с ароматом кофе. Ну, почему бы и нет. Что мы делаем теперь с нашей проволокой? Мы берем кусочек 1 миллиметрового китайского зеленого фоамирана и истончаем его. Мы обернем верхнюю часть. Почему? Потому что нам нужно будет приклеить к верхней части 3 пенопластовых шарика, которые будут у нас вот верхушечкой пестика. Да? Почему не тейп-лентой? Все дело в том, что пенопласт нам придется клеить на горячий клей. А горячий клей очень плохо держится на тейп-ленте. Клеить космофеном пенопласт не получится, он его расплавляет. Поэтому немножечко, маленький кусочек мы сначала оборачиваем истонченным фоамираном, а всю остальную часть уже будем оборачивать тейп-лентой. Ну, вот такие вот тонкости. Но это лишь потому, что пенопласт нельзя приклеить космофеном, а тейп-лента не держит горячий клей. Так, наклеиваем пенопластовые шарики, 3 штуки, покрываем их клеем ПВА и окунаем, ну, например, в манку. А затем будем окрашивать в желтый цвет. Так будет фактурнее и интереснее. И оставляем высыхать. Красить будем только после того, как манка схватится на ПВА. Теперь можно обернуть тейп-лентой основного цвета, которую мы будем использовать в дальнейшем. И теперь приматываем наши тычинки. Они должны быть немножко выше пестика, буквально на сантиметр. Итак, теперь приклеиваем лепестки. Верхний ряд крупные, второй ряд мелкие. Приклеивать будем на космофен. Почему на космофен, а не на горячий клей? Потому что мы уже обернули тейп-лентой. Пальцы только, ради бога, себе не приклейте. И теперь в промежутках между крупными лепестками клеим мелкие. Так, и закручиваем тейп-лентой. Смотрите, если вам нужно еще как-то изменить форму лепестков, вы их опять-таки нагревайте, только очень аккуратно, чтобы не сдуть пестики-тычинки. И меняйте форму. Хотите, еще добавьте изгиб, хотите, наоборот, сделайте их более прямыми. Вот такая лилия у нас получилась. Я напоминаю, что это у нас тонированный изолон.
весьма-весьма получилось хорошо. Да, конечно, из фоамирана делать легче, но если нет фоамирана, есть изолон и колеры, то можно все сделать.